Привет! Вот хотите верьте, хотите нет. Не представляете, как мы рады видеть вас у нас в гостях. Тем более сейчас, когда всем так не хватает общения. И спасибо Ютубу, что он дает нам возможность делиться вот нашим позитивом и вот таким настроением. Ведь жизнь-то продолжается. Нужно всегда держать нос по ветру, хвост пистолетом, и все у вас будет всегда супер. В конечном итоге весь этот балаган закончится, и все придет в нормальное русло. Ну а пока нужно извлекать максимум плюсов из создавшейся ситуации. Ведь они-то на самом деле есть, только нужно захотеть их увидеть. Ну, например, создавать каждый день праздник для себя и для своих близких. То, что в повседневной сумасшедшей жизни зачастую порой не удавалось. Смотрите, какой замечательный бананово-шоколадный кекс сегодня я приготовил, чтобы порадовать своих. Согласитесь, красиво выглядит. Нежный, вкусный. Это же настоящий праздник для души и желудка, особенно когда видишь благодарность от близких. И понимаешь, что жизнь таки удалась. Оставайтесь, сейчас покажу, как это чудо просто готовить. Поехали! Начнем с бананов. Очистим их от шкурки и вот так вот поместим их в мисочку, в которой, собственно, и будем делать тесто для нашего кекса. Как видите, бананы уже не первой свежести. Доча у нас любитель. Папа, купи, но не всегда их съедает. Ну, поэтому не выбрасывать же. Вот так их теперь вилочкой все разомнем. Кушать их уже не камильфо, конечно, а вот для этого кекса в самый раз подойдут. Они мягенькие. Ну, вот так вот мы их перетерли. Быстро и красиво. Добавляем сюда 200 грамм растопленного сливочного масла. И начну взбивать эту кашу. Ну вот, начну потихонечку венчиком. Можно было бы, конечно, и ручным, но у нас есть электрический. Я вообще любитель всех этих гаджетов, пытаюсь жену приучить к этому. Все-таки в 21 веке живем. Вообще история этого агрегата, он у нас давно, много лет назад меня попросила жена натереть тыкву для чебуреков. Я попробовал это натереть на ручной, плюнул, вышел в магазин и вот принес этот браун. В нем оказалась куча насадок, он вообще универсальный, он делает все. Смотрите, как быстро и красиво получается. И теперь добавляем сюда стакан сахара. И продолжаем взбивать. И пока уберу это в сторону. Теперь беру вторую мисочку. В ней 2 стакана просеянной белой муки. Добавляю пол чайной ложечки соли и пол чайной ложечки пищевой соды. И сюда же идет вот такой пакетик. У нас он продается готовый, 10-граммовый. На иврите авката-фия, по-русски разрыхлитель. И вот все это так тщательно перемешиваем. Пока. Ложечкой. Все, венчик нам больше не пригодится. Все это добавляем в одну мисочку. Вот так. И хорошенько перемешиваем. Смотрите, какая красивая масса создается. Обожаю такие рецепты. Быстрые, без заморочек. Особенно сладкие. Вообще из нашей семьи самый большой сладкоежка — это я. Даже не представляете, сколько в меня влезает сладкого. В принципе, на этом можно было бы и остановиться. Но я очень люблю шоколад. И вот хочу сейчас его сюда добавить. Беру вот такую плитку шоколада. Это он горький, 70%. Ну, самый любимый мой вкус. Ножичком его вот так вот измельчу. Не очень мелко, чтобы были кусочки крупные. Ну или не очень крупные. В принципе, размер здесь не принципиально. Ну вот как-то так его порезать. Шоколадом этот кекс будет и красивее, и вкуснее. И добавляем весь его вот сюда. И теперь это все тщательно вот так вот перемешиваем. Нужно хорошенько перемешать, чтобы шоколад разошелся по всему тесту. Вот так красиво. А захотелось выпекать мне его сегодня вот в такой форме. Ну, каравай будет напоминать. Смажу его растительным маслом. Вот люблю такие спреи. Можно, конечно,
и кисточкой, ну, таким все-таки лучше, на мой взгляд. И теперь всю нашу массу красивую отправляем в эту форму. Распределяем ее равномерно, чтобы она красиво улеглась. Замечательная лопатка собирает все. О, вот так вот. Теперь вот так вот его немножечко прибьем, чтобы оно все распределилось ровненько. Да, совсем забыл. Духовку я уже давно включил на 180 градусов. И вот сейчас эта красота уходит в нее минут на 35-40. Ну, будем смотреть. Проверять, как все знают. До встречи! Ну вот, друзья, 40 минут и вся любовь. Пирожок готов. Сейчас посмотрим, насколько он у нас готовый. Все замечательно. Дам ему отдохнуть, остыть, и потом спокойно выну его. И покажу, что получилось. Ну вот и все. Остыло. И теперь берем и вот так вот переворачиваем. Оп! Вау! Смотрите, какой красавец получился. Ну и теперь сверху посыпем его немножко пудрой. Придадим ему такой красочный снежный вид. И пойдем радовать своих родных. Ну согласитесь, красавец ведь получился, правда? Вот все, что бы ты ни делал, все получается класс, если готовишь с любовью и в кайфовом настроении. Смотрите, какой он классный внутри. Мягкий, нежный, вкусный. Ну, просто нет слов. Ну и теперь наливаю 2 стаканчика чая. И зову дочу кушать наш готовый бананово-шоколадный кекс. Хочешь? Да. Ну иди скорее. Давай. Опа! С папой рядом. Ну, бери. Самый большой. Пробуй. Ну как? Вкусный. Ну, и с чаек, и с чайком. Замечательный кекс. Правда? Да. Кушай, золотая. Ну вот, друзья, вот такие праздники, я думаю, почаще бы все устраивали, и вообще бы жизнь была совсем другая. Это то, что в реальной жизни у нас никогда на это не хватает времени. Поэтому извлекайте самые большие плюсы из этих минусов и из этой ситуации, которая у нас сложилась. И все равно у нас все будет вот так. Оставайтесь дома, заходите к нам почаще, берегите себя и своих близких. А мы с вами прощаемся и желаем всего самого-самого лучшего. До новых встреч в наших новых видео. Всем пока! Всем